Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим холодник или холодный свекольный суп, кто как его называет. Друзья, заранее нужно вскипятить и охладить кипяченую воду. Вот тут у меня в кастрюле, в 5-литровой, стоит. Охлаждала я в холодильнике. 7 яиц, пучок лука, пучок укропа, 2 огурца, 1,5 лимона, столовая ложка соли, 2 столовые ложки с горкой сахара, 200 грамм сметаны. И вот тут у меня свекла отварная, 12 штук, маленьких штучек. У кого большая, 3-4 штуки хватит, средняя где-то 6 штук. Начну с того, что добавлю в кастрюлю соль и сахар. Теперь выдавлю весь сок лимона, размешаю. Натру свеклу. Натертую свеклу опускаю в подготовленную воду. Вот у нас какой красивый получился. Еще не до конца сделанный супчик. Сейчас нарежем соломкой огурцы. Нарезанные соломкой огурцы добавлю к свекле. Теперь нарежу зелень. Лук и укроп тоже опускаем в кастрюлю. Яйцо я буду резать так, разрежу пополам и затем каждую половинку еще пополам вдоль и такими небольшими кусочками поперек. Теперь это все опять отправляю в кастрюлю. Друзья, все ингредиенты, которые необходимы по рецепту, мы добавили в кастрюлю, и теперь это все необходимо перемешать. Как видите, холодник получился очень красивый, рубинового цвета. Осторожно перемешаем. Я делаю на семью, поэтому у меня такое количество. Вы можете количество уменьшить. Вот на данном этапе суп нужно поставить в холодильник и дать ему настояться час-два. Ну, особо нетерпеливым можно и сразу есть, потому что он очень-очень вкусный. Если вы планируете съесть суп сразу, то можно добавить в него сметану сразу. Если же вы планируете его съесть за день, за два, то сметану лучше добавлять в тарелки. Итак, наливаю холодник в тарелку. Сначала беру целый половник гущи. И теперь добавляю жидкую часть супа. Итак, друзья, скорая помощь в знойную жару вашему организму готова. Замечательный холодник, который богат витаминами, который охлаждающий, который очень приятно есть. Сейчас попробую. Очень вкусно.
Советую вам приготовить. Всем приятного аппетита и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.